Как вы уже заметили, я закончила платье и очень рада. Не то, что это трудно вязать, это легко и просто. Просто меня отвлекало разные новые процессы между ними. И, как всегда, как мама и как бабушка всех пропустила через себя, а себя в последнюю очередь. Результатом я очень довольна. Хотела сказать советую, уже побоюсь этого слова, потому что есть девочки, что им советовать нельзя, а то обижаются, что я советую. Кто я такая, чтобы как будто что-то советовать? Мои дорогие, я имею в виду, что вот эта пряжа хорошо себя ведет, советую. И всегда я вам говорю, то, что я вяжу, то, что мне идет, вы не обязаны вязать. Вы можете отсюда какой-то элемент для себя взять, для души посмотреть или посмотреть, что-то поменять. Уже же готовая идея есть, вы можете на это что-то поменять. Или можете сугубо вязать такой же, чего бы нет. Ну, это уже ваше дело, ваше желание. Как хотите, так и думайте. Ну, как платье и как пряжа я советую. А потом это ваше дело. Советовать это еще не значит, что заставить или что-то сказать, что должны вязать. Совет это просто совет. Советы можно услышать и не слышать. Мимо ушей запустить. Или послушать. Короче, это отступление, ничего страшного. Так болтать тоже надо. Вы же просите, о чем болтать. Надо же разбираться, болтать. Вот, девочки мои дорогие. Как уже сказала, результатом довольна, что хотела, то и получила. Мне нравится. Пряжа, смотрите, как всегда, вот эта пряжа. Эта пряжа мне нравится. Даже моя зрительница написала, что я права, что вот видите, как советовать. Я когда черную водолазку, мастер-класс у меня есть, если что, смотрите. Я вязала, и от этого еще я много чего от этого пряжа вязала. И всегда вязала, не то, что сейчас. Я чего и сказала, может, кто-то не вязал в магазине, как потрогает, уже не хочет вязать, честно говоря, когда вяжешь. А после стирки она очень хорошая. Я понимаю, что не сравнить итальянской бобинной пряжи туда-сюда. Данная пряжа, это бюджетная, это все позволяют. Тем более, которые девочки только начинают вязать, они не должны ни в коем случае прям бобинной пряжу вязать, правильно, испортить. Даже я сейчас бобинной пряжи ни разу не вязала. Я бобинной пряжу вязала еще более 30 лет назад, когда на машинке вязала. Тогда дали нам бобинные хорошие пряжи, я тогда вязала на машинке. Честно говоря, я ручной не вязала. Это очень дорого, накладно, чтобы миллион вещей вязать. Поэтому эта пряжа бюджетная, доступная, и все хорошо. Вот. Смотрите, здесь мастер-класс не будет. Почему? Не то, что мне жалко, потому что вот такой же есть у меня на канале черная водолазка. Я досконально, там чуть ли не по петельне все рассказала. Вроде бы девочки писали, что понятно и доступно, хорошо, значит я спокойна. Потому что там было точно такое же, только горловина побольше вязала. Если вот этот мастер-класс посмотреть, легко и просто это вязать. Это точно такая же, просто здесь резинка мало и получается вот такое. Вот, все равно я, кому надо, до конца смотрите, все равно я знаю, что кто-то будет написать, все-таки сколько вы набирали, не хотят сами этот. Поэтому я вот сколько вот тут набирала, начало буду вам сказать. И вот этот росток буду рассказать. Регланные линии, рукава, ничего не буду, потому что это все равно индивидуально. Если вы не хотите расшоты делать, хотите, как я вязать, вот я сколько набрала и укороченные ряды скажу,
А потом вы будете на себя кидать и узнать, регланная линия вам сколько надо, длина сколько надо, ширина и рукава. Это все можно регулировать, как я уже говорила, чтобы никому заблуждение не ввести. Вот, смотрите, а ткань. Вот эта ткань, честно говоря, я много лет назад, могу сказать даже 10, я в магазине купила как маленькую наволочку. Вот эта ширина, смотрите. По-моему, 40 на 40, я даже не знаю, или меньше. Это была наволочка. На молнии я сразу одну купила из-за того, чтобы где-то что-то в аппликацию делать, или что-то шить, или что-то вязать. Честно говоря, я это брала, чтобы шить, не вязать, шить черный карандаш юбка, а внизу подоль вот это шить вот так. У меня в мечтах так было. И как всегда у меня для себя времени нету, это и все, так и осталось. А теперь подумала, если вниз навязанную нет. Короче, честно говоря, вот это не совсем моя идея. Знаете чего? Потому что я в магазине, где-то, интернет-магазине, не этот, увидела футболки и рукава чуть-чуть, вот такая вставка тигровая. Потом подумала, я всегда, смотрите, мне дочка всегда с меня смеется, я всегда предпочитаю или костюм купить сразу, или платье, потому что, думаю, вверх купишь, не знаешь, что не задевать, низ купишь, не знаешь, что вверх одевать. Поэтому я сначала думала какой-то джемпер вязать, потом думаю, с чем одевать, оно мне надо, буду комбинировать, пойдет, не пойдет. Ну, вязать так вязать, еще пара шагов, и будет платье, и будет мне счастье, ничем нет, потому что это такой вещь, я могу вам сказать, что вот этот вставки тигровые или леопардовые называется, сейчас очень модно, но его много не надо, и комбинировать с каким-то джинсами или какими-то брюками, я не знаю, может это нормально, я не хотела, а самостоятельно хорошо. У меня получилось это платье, хотя очень простая, ну, получилась и нарядная, и простая. Я так вижу. Это сугубо мое мнение. Потом вы будете мне написать. Пишите, мои дорогие, побольше пишите. Нравится, не нравится. Я не обижаюсь. Если даже не нравится, скажите, что там вы не так делали, надо так делать. Почему бы нет? Почему? Я нормально, без фанатизма, без личности трогать, надо друг другу писать и обсуждать, у кого какое мнение, это и важно. Вот, и эта ткань, я хочу вам сказать, если кому интересно, у вас есть, вот идея есть, может кто-то подоль поставит эту ткань, кто-то другое место поставит, да? Кто-то карман просто может делать без рукава делать. Обычно и карман тоже красиво. Недавно эту ткань увидела, ткань в магазине, так что есть. Не то, что я 10 лет назад купила, Америку открыла. Это чисто воды синтетика, я как понимаю. И здесь как будто мех. Чуть-чуть, смотрите, не то, что трикотаж или не то, что хлопок. Нет, здесь как будто шуба, смотрите. Видите, ворсинка есть. Поэтому вязаные изделия очень хорошо сочетаются и в магазине есть. И благо, что здесь оверлок не надо. Смотрите, я как раз порола вот эта наволочка. Смотрю, оверлок нету и хорошо, потому что у меня машинка оверлок не делает. И у меня зигзаг испортилась, не работает, надо мастера вызывать. Поэтому это мне очень хорошо обрадовало. Как вязала? Как обычно, как именно. Сугубо вязала, как черная водолазка. Кто не посмотрел, я ссылку оставляю. Смотрите. Набирала, вязала, как обычно. Укороченные ряды здесь.
Если я описание оставлю, если вы увидите, что спина меньше, перед больше намного, это значит, что я на рукавах тоже несколько раз укороченные ряды делала, поэтому. Вот. Здесь, смотрите, буквально вчера я одевала нитку-резинку. Знаете чего? Не то, что у меня широкая была, я форму так и оставила, форма так и есть. Просто под тяжесть могла бы это платье, когда под тяжесть одеваешь, может гулять вот это горловина. Мне так не нравится. Вот этот спандекс одевала я. Смотрите, вообще не видно. Если бы я не сказала, вы не видели точно, и я не вижу сейчас. И получается, это стабильно держит форму, никуда не идет. Мне так нравится. Вязала обычно регланная линия через ряд. Подрез вот и есть. А здесь уже смотрите, если у вас рукава получилось больше, чем вы хотите, вот если регланную линию закончили уже, вяжете рукава, и вы видите, что вот здесь очень широко получилось. Вы так не хотите, как и я. Я уже не будете через 5 рядов, через 10 убавить. Так этот фонарик эффект не получается. Я смотрите, как я убавила. Вот видите, как треугольник. Я через ряд быстренько убавила, сколько петель мне не надо было. И достигла те петельки, которые вот это мне уже нравится. И это я быстро достигла. Вы смотрите, пару сантиметров и все. И все, ровно вязала. Потом закрывала петельки. Здесь у меня пусто. Я не на вязанку сшивала. Это некрасиво будет. Здесь пусто у меня, я это петельки закрывала, сколько здесь петель, потом набирала отдельно, и через одну вот вязала вот столько, сколько мне надо было. И получается, через раз убавила, и резинка у меня фонарик получилась, видите? И еще хочу честно признаться, на высоких девочек это будет еще лучше, если длинная рука у девочки, значит будет еще красиво выглядеть. Смотрите, я машинкой просто сшивала. Вот такой кусок обрезала, вот. Я думаю, это всем понятно, но сказать надо. Вот сколько мне надо обрезала. Сначала сшивала. Сначала вот так сшивала, вот. И вот эту трубочку уже сшивала здесь. Смотрите, сначала шила здесь по кругу, сначала руками шьете, потом на машинке. Если вдруг это черный цвет, если вдруг машинка нет, не хотите тратить, никому ничего не дать, можно и в хорошие стежки, у нас даже в школе учили машинные стежки делать, если вы и так хотите, нет. Если это ателье, наверное, копейки возьмут. Просто у меня машинка есть, это хорошо. И смотрите, я просто сшивала. А здесь этот оверлок не требовала, что и мне хорошо. Вот и все. Сначала это шила, потом этот маленький фонарик сшивала. И выглядит очень даже хорошо. Смотрите, шов здесь нету, я здесь по кругу, а здесь пришлось шовчик делать, это естественно. Вот и все. А внизу что я делала? Чуть-чуть резинка. Вы же знаете, я сильно не люблю. Ничего не убавила, не прибавила. Если кто-то хочет, чтобы подчеркнуть талию, это уже вы будете на себя считать и рассчитать. Я ничего этого не делала, не люблю. Я же не довольна своей фигурой, чтобы еще и показать, понимаете? Здесь ложный шов делала. Во-первых, чтобы труба не выглядела красиво, это как будто сшитый. И знаете чего? Я уже рассказала вам. А здесь прятать пряжа, это очень хорошо. У меня опять, как всегда, внутри ничего не найдется. И я вот здесь, там не делаю эти узелки. Кто у меня со мной давно, они знают, что я узелки не люблю. Это не экономно, но не смертельно. Я всегда бок пускаю. Все-таки по бокам это хорошо. Сколько бы аккуратно не делал,
несколько раз стираешь, оно может видно быть, понимаете? Закрывала иголкой, начинала итальянский набор, у меня на канале есть, если что, отдельно. А водолазку смотрите, вот это ложная кетлевка, это все есть у меня на канале. Закрывала иголкой, мне нравится, это более фабричный вид, а вы как хотите, так и закройте. Просто как здесь рассчитала я подрез, набирала сколько надо было, так и до конца вязала, ничего не добавила и не убавила. И результатом я довольна, еще раз хочу сказать. Вот такие дела, мои дорогие. На фотке увидите, как сидит и как выглядит. И ваше мнение хотелось бы узнать. Если что, напишите мне, пожалуйста. Вот такие дела. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч.